Здравствуйте, это гадание для рыб на июль. Скажете, что немного запоздало, но нет, на самом деле весь месяц у нас впереди. И хочу напомнить о вопросах, которые вы желательно, чтобы задали картам, для того, чтобы это общее гадание стало для вас более личным, понятным и полезным. На самом деле вопросы картам, Таро и любой предсказательной системе можно задавать, практически любые. Можно задавать их, знаете, там про себя как-то тихо, можно вслух громко выкрикнуть, чтобы высшие силы, ангелы, хранители услышали. Можно на бумажке написать. В общем, нет одного единственного какого-то достоверного способа, как вот лучше задавать вопросы. Но, тем не менее, правила существуют. Они тоже достаточно условные, только чуть-чуть напомню. Первое, вот в таком общем гадании, да и в личных, в частных гаданиях, все-таки избегайте вопросов на «да» и «нет». То есть вот, чтобы карты вам ответили «да» или «нет». Представьте себе, что вообще любая предсказательная система, и карта Таро, любой какой-нибудь оракул, коих у меня вот полно, или руны, там, не знаю, любая предсказательная система готова вас направить, чтобы вы приняли какое-то решение, подсказать, что лучше, что хуже для вас, что своевременно, что уместно, а что нет. Они для этого, на самом деле. Но также никакие карты не хотят брать за вас ответственность, за вашу жизнь. Никакие карты не хотят принимать за вас решение, да или нет. Поэтому такие вопросы вы можете задавать, но это не считается правильно или эффективно. Второе правило, о котором тоже постоянно забывают. Вопросы картам нужно задавать по возможности. Я понимаю, что это трудно, но по возможности не слишком сильно их эмоционально окрашивать. Тем более рыбам это сложно, да? Эмоциональный знак, самый эмоциональный. Вот. Но тем не менее, не нужно задавать вопрос картам как ультиматум. Например, там, уволят ли меня с работы или что-то. Вот не нужно нагнетать драматургии такой вот какой-то излишней. И ваш вопрос не должен звучать так, что вот если да, то хорошо, если нет, я не знаю, там рыдать буду неделю. Что-то такое. То есть вы должны все-таки в спокойной, довольно расслабленной обстановке гадать или смотреть вот видео с гаданием и довольно, опять-таки, равнодушно, немного как сторонний наблюдатель задавать эти вопросы с готовностью, что очень важно, с готовностью услышать любой ответ. А то знаете, как бывает, что достают карты из колоды Таро и спрашивают: карты, расскажите мне то-то и то-то, да, но если нет, я вообще не хочу этого знать. Мне иногда так люди говорят: вот нагадайте мне любовь, счастье, здоровье, деньги, а если там этого не будет, то вы мне этого вообще не говорите. Вот. То есть вот эмоционально излишние окраски не нужно, это мешает. И третье правило, давайте их всего 3. Сделаем сегодня всего 3. И третье, не нужно сваливать в одну кучку несколько вопросов, несколько имен, например. То есть тут ответ карты вообще сложно будет тогда получить. Тем более в таком общем гадании. Если вы зададите вопрос, например, за кого я выйду замуж в июле, там, за Васю или за Петю, да? То есть лучше, если есть такой вопрос, лучше его переделать и задать так: насколько будет для меня хорошо или насколько я буду счастлива, если я выйду замуж за Петю. А про Васю спросите, скажем, в другой раз, например, в другом месяце. Вот. И все, разделяете, чтобы это было понятнее для вас, эти ответы. Старшие арканы общую температуру месяца для рыб опишут. Общая температура, то есть главные, опять же, ответы и советы. Тоже это первая карта и старший аркан, без привязки к масти. Но вы тоже здесь можете сюда задать вот как раз главный вопрос, самый такой животрепещущий, основной, что вы хотите в июле. От этого июля, что вы хотите потребовать, или чего вы хотите, наоборот, избежать. Так, для рыб одна карта. Какая? Колесо фортуны. Ну что ж, разделяются мнения
тарологов, да, и вообще людей разделяются об этой карте, потому что кто-то ее считает исключительно счастливой, кто-то видит в ней ненужное беспокойство из-за перемен, которых вы не звали, не ждали. Но на самом деле правы и те, и другие. Колесо фортуны. Не зря здесь присутствует вот это слово. Фортуна. Мы привыкли говорить фортуна, подфартила. То есть карта говорит, что вам действительно повезет. И много раз вы скажете о себе: вот, все-таки я везучий человек, вот там что-то, какие-то обстоятельства не должны были, но сложились в мою пользу. Какие-то люди не должны были, но помогли. Люди, ангелы, высшие силы. Вот. И в то же время это колесо, которое непрерывно крутится. Если вы внимательно рассмотрите вот эту картинку, видите, да, что кого-то поднимает наверх это колесо, и на кого-то надевает корону и раздает, соответственно, ну что, карьеру, разные другие ресурсы, блага, а кого-то затягивает вот вниз и заставляет что-то потерять или о чем-то пострадать. Но это колесо фортуны, это такое, в целом это символ общего такого непрерывного движения жизни. И карта для всех вас абсолютно на 100% говорит, что в вашей жизни многое поменяется, в том числе связанное с колесами. То есть это могут быть буквальные переезды. Вы собрали вещички и переехали в другую квартиру, в другой город или на другой континент. Перемены кого-то коснутся на более тонком личном уровне, плане. То есть вы можете пересмотреть, даже как не сами вы, да, все-таки эта карта очень фатальная, фортуна же, под давлением обстоятельств могут поменяться и ваши жизненные принципы, установки, и вообще взгляды там, вот, и так далее. Но давайте все-таки рассматривать как билет в удачу, билет в какой-то поезд, который вас уносит в самые такие удачливые, успешные. А далее колесо фортуны советует вам что, дорогие рыбы? Не слишком вмешиваться в ход событий, потому что за вас взялась сама судьба, за вашу жизнь. И ей виднее, куда вас вытащить и вывести, а вдруг вы сами вмешаетесь, и вот этот вот замысел судьбы ручками своими подпортите. Вот. Так, работа. Давайте Таро Кроули про работу. Четко, без шума и пыли. Работа, взрослые ваши дела, все социальные, все, что вы, к чему вы, где вы зарабатываете, скорее, или где вы подвиги совершаете. Как вам больше нравится? Хорошо, если у вас это совпадает. У большинства, наверное, людей нет. Это разные места. Деньги в одном месте, а самореализация в другом. Раз. 3 карты достану. 2. 3. Очень-очень хороший. Это июль, казалось бы, такой отпускной и курортный. Но у рыб будет складываться карьера. Вот обратите внимание, может быть, это, кстати, и подсказка для вас. Если вы спрашиваете, как мне лучше провести время в июле, может мне внезапно в отпуск сорваться, все равно же ничего интересненького не будет, да, на работе. Или, наоборот, потрудиться. Вот карта рекомендует потрудиться. Собственно, сама карта работа, 3 пентаклей, видите, выпадает здесь, она так и называется, работа. То есть это карта, которая описывает такой добродетельный, часто, в общем, привычный, рутинный, но труд, который вам сейчас прям необходим, да, для всего, для счастья, для здоровья, для денег и так далее. Император как знак успешной карьеры, а туз кубков, кстати, вот с предыдущим колесом фортуны, имеет очень много пересечений в плане советов. Как та карта, так и это рекомендует вопрошающему, вопрошающие это вы, безусловно, рыбы, все представители знака, рекомендуют вам не слишком влиять и давить на происходящее. То есть июль для вас в плане работы как минимум месяц подарочный. Соответственно, знаете, подарки же вот как-то не принято там требовать или как-то выколачивать и все. Подарки нужно уметь принимать. А принимать это, понятно, такая очень пассивная позиция.
Вот. И поэтому будет лучше, да, если вы вот сможете пыл свой как-то угомонить по большей части, а дождаться момента, когда вас судьба и другие люди одарят. В общем, очень хорошо будет складываться работа. Естественно, найдется новая, то есть с такими картами, видите, как подарок в хрустящей, шелестящей обертке для вас новая работа. Если вы, конечно, ищете, если вы, конечно, ее хотите, эту самую новую работу. Далее про деньги. Давайте спросим, в общем, работа и деньги. Плавно перетекают темы эти одна в другую, я думаю. Ваша финансовая жизнь тоже, стоит ли вам что-то покупать или продавать? Такие вопросы можете задавать картам. Вернут долг или не вернут, но это тоже, опять же, видите, на да или нет. То есть лучше как-то более мягко или более витиевато задать этот вопрос. Хотя да и нет, это тоже, мы тоже так отвечаем. Так, раз, про деньги. 2, 3. Стоп. Стоп. Карта хорошая. Везение. А вы видели, что в каждом наборе 1, 2 и 3 выпадают карты про везение. Их, кстати, не так много в колоде Таро. Здесь 8 жезлов у вас. Там туз кубков был, колесо фортуны, да. Здесь 8 жезлов. 8 жезлов – это карта именно внезапного, ошеломляющего успеха. В данном случае это успех для вас денежные, финансы, поскольку мы такую тему картам задали. Все быстро. 2 карты, нет, 3 карты про скорость. Вот подумайте, как скорость ваших решений, скорость вообще происходящего, как вот это все может влиять именно на ваши денежные дела. То есть все, что быстро, все, что с риском, все, что спонтанно и без подготовки в плане денег, вот оно будет где-то все хорошо, даже если дело касается каких-то крупных сумм. Все, что требует терпения, усидчивости или каких-то жертв, или временных затрат, про это мы ничего не знаем. Может быть, это все будет хуже. Карты активные, карты огненные. Вот видите, кстати, здесь жезлы, рыцарь жезлов, здесь 8 жезлов. Это все продолжающиеся денежные дела. Продолжаются заработки, продолжаются поиски для кого-то источника дохода, продолжаются хлопоты, поездки, разговоры, знакомства, связанные с деньгами, с зарабатыванием. Это могут быть знакомства с новыми бизнес-партнерами или, например, расширение клиентской базы, если вы предприниматель. И все 3 карты говорят, опять же, про очень быстрое время. Совет для вас, что надо торопиться, но это и предсказание такое, что все, о чем вы мечтаете, что вы там загадали про деньги, все случится скорее, чем вы думаете. Не успеете подождать, не успеете замечтаться, не успеете нет, судьба не проверяет вас на терпение. Однако, знаете, что все-таки мы не будем заблуждаться. Здесь нет строго денежных карт. Нет строго денежных карт. То есть вот самой суммы, которая в ваших руках находится, какая-то достижимая, несгораемая или, не знаю, самой суммы я все-таки не вижу. То есть это скорее дорога к благосостоянию, это скорее возможность раскрутить маховик, то есть активизировать свою финансовую жизнь, сделать ее более насыщенной за счет других людей, за счет каких-то новых дел, новых занятий и так далее. То есть это удочка та самая. Кстати, в индуизме есть такое понятие, то есть это одна из сторон материальной энергии, да, многие, наверное, знают, раджас или раджас, никогда не знаю, как правильно, но масть жезлов очень соответствует этой энергии. Раджас. Она такая спорная, она не самая лучшая, не самая благоприятная, но советы для вас: занимайтесь денежными делами. И теперь любовь. Давайте для гадания на любовь. Я достану такие карты. Это
Таро Мухи. Карты очень романтические, даже лирические и очень-очень женские. Поэтому, ну, наверное, уместно именно эти карты спрашивать про любовные дела, задавать такие вопросы. Три карты про любовь. Раз. Так плохо, как вам показалось. Два. Три. Лучше всего прогноз по этим картам для тех, у кого уже занятое сердце. Вот подумайте о себе. Занято ваше сердце, то есть вы можете сказать, что вы уже сделали свой выбор, что если ваш вопрос картам этому июлю текущий касается вот конкретного человека, с которым вы, ну так или иначе, у вас что-то было. Я не говорю про нового человека, которого вы только там видите издалека, где-то мечтаете, грезите о ком-то новом. Я говорю о человеке, с которым вы какое-то уже доверие установилось, с которым вы были парой или думали, что были парой. Это почти что одно и то же. Вот карты в целом я не скажу, что они блестящие, что они здесь прям восторги любовные вам обещают. Но эти карты достаточно хороши вот для возвращения. Если вы ждете, что отношения вернутся, ждете, что восстановится доверие с кем-то, с кем вы его почему-то утратили. То есть здесь в таких картах, они не слишком крупные, но наблюдается такая тенденция, некоторое хождение по кругу. То есть, например, с такими картами ваш партнер, как бы это обидно, может быть, для вас не звучало, походил без вас после расставания, помыкался, посравнивал там, например, с другими, и тут возвращается. Вот просто вот эта пятерка пентаклей, такая уж карта, считается очень плохой для денег, очень плохой, это карта бедности, но такой же хороший для любви. Она описывает именно вот такие отношения, ну, с моей точки зрения, это спорные отношения, но все равно отношения, в которых люди друг другу очень нужны. И никак друг без друга не обойдутся. Снаружи что-то давит, кто-то против, обстоятельства какие-то безрадостные жизни кидают их в объятия друг друга. И вот они оказываются как привязанные немножечко. И пятерка пентаклей считается так, что она действительно очень часто обещает возвращение блудного мужа. Ну, вот такие вот истории, да, то есть воссоединение какое-то идет. Что мы видим здесь еще? Здесь есть еще четверка кубков, как знак, ну, некоторого нежелания. Это может быть ваш портрет и ваше нежелание вот принимать этого человека, например, назад. Только что вы там после расставания только об этом и думали, а здесь получается, что не хотите. Вот. И двойка жезлов здесь есть, как тоже знак остановки, как знак таких вот определенных раздумий. Ну, то есть что мы видим здесь? Любовь возвращается, старая чашка склеивается, кто-то к вам назад просится, но хотите вы этого или нет, очень карты пассивные, карты какую-то остановку описывают. Вот все-таки эта троица карт, наверное, это очень спорный прогноз. Неплохой, но спорный прогноз для тех, кто ищет новое романтическое знакомство. То есть, если у вас именно такой вопрос, случится встречу ли я свою вторую половинку в июле, какие у меня шансы, с учетом, да, правил задавания вопросов, лучше спросить так, насколько велики мои шансы встретить вторую половинку, то карты, видите, отсылку какую-то к прошлому вам дают и говорят, что, наверное, вам лучше не новую вот эту самую половинку-то искать, а из прошлого.
То есть вы можете не с новым человеком познакомиться, а заново, новыми глазами оценить свою прежнюю историю и прежнего какого-то человека. То есть карты такие достаточно возвратные. Для всех, кто в постоянных отношениях благополучных находится, такие есть, но почему-то тоже им надо предсказание карт. Не знаю уж зачем. Знаете, как не гадайте на любовь, вроде бы говорят, когда все в порядке, да, но тем не менее. Пишите в комментариях, если есть такой у вас опрос. Для благополучного брака, что эти карты обозначают? Обозначают, что между вами в браке ничего нового вот вообще не произойдет. Что у вас просто почему-то, по каким-то причинам вы друг другу станете нужнее. Причины могут быть самые разные. Как правило, они не слишком хороши. Например, там нужнее, потому что общие деньги, общий бюджет заставляет или что-то еще. Ну, в целом вот такая история. И, наверное, мы можем еще какой-то общий заключительный совет, да, заключительную карту для вас достать из колоды «Испанское Таро». Очень понятные, интересные карты. Что мы увидели для рыб в июле? Я увидела много везения. Я увидела много энергии огненной для зарабатывания. Я увидела, что такое везение. Давайте, если уж так разберемся, будем мыслить глобально. Наше везение всегда в большинстве случаев, не всегда, может быть, в расположении других людей. То есть нам везет, когда мы говорим, вот мне повезло. Это, в общем-то, всегда решено какими-то другими людьми. Мы понравились каким-то людям, нам кто-то захотел помочь. И мы это везением таким вот видим. То есть я вижу какую-то симпатию со стороны многих, может быть, неопределенных, но многих каких-то людей, которые вас одаривают карьерой, помогают. Вот. И скромненький прогноз на любовь. Ну, может быть, если при такой карьере и при такой занятости с деньгами любовь, это было бы и лишнее, да, потому что совесть надо иметь, любовь пускай тоже кому-то достанется. Одна карта, общий совет для рыб. Карта «Мир», 21-й аркан, последний аркан в ряду старших в колоде Таро. Что это значит последний? То есть всегда позицию карты мы смотрим, да? Последний – это завершение, поэтому июль во многом для вас завершающий месяц. И к чему вам тоже нужно стремиться? Ваши планы, они должны быть очень гармоничными. Кстати, вы заметили, что никаких нет для вас кризисных карт, для вас нет никаких конфликтных карт. Гармония присутствует, но и вы, соответственно, сами ее нарушать как-то не должны. Гармония и завершение. Попробуйте завершить самостоятельно какой-то этап вашей жизни, например, проживание там в определенном месте или, может быть, трудовую какую-то такую историю, да? Вот, попробуйте. Или попробуйте хотя бы не сопротивляться судьбе, когда она все подобное решит за вас. То есть что-то неизбежно должно, очень логично судьба ваша дает какой-то круг. Да, мы начали с колеса фортуны и заканчиваем, по сути, колесом, потому что мир, видите, всегда кольцо рисует, круг на этой карте. Здесь подчеркивается значение непрерывности течения нашей жизни и непрерывности и гармоничности перетекания вот одного в другое, одной энергии в другую. Вот. Поэтому будьте готовы что-то и отпускать, естественно, уходящее. Спасибо.